Раз. 3,14. 14-15 база, ответьте. Прием. Раз. Отлично. Я себя слышу. Означает, что вы меня тоже слышите. Итак, всем добрый вечер, дамы и господа, дорогие телезрители, телеслушатели, геймеры и просто любители игры Exotanks и меня, в частности, как стримера. Смотрю, у нас очень много уже написано в чатике, поэтому привет, Лигус, Полина Эверест. Так, кто у нас еще есть? Мойс, Валера. Ой, как много людей, как хорошо. Поэтому смотрим. Император, погнали в Cyberpunk? Я бы с радостью погнал, но я его еще не купил, это раз, да, вот, во-первых. Во-вторых, у нас тематика не совсем... Она хоть и связана с киберпанком частично, да, с будущим таким вот, не совсем понятным, но пока что, если будет стрим, то не на этом канале. Поэтому, итак, Лигус говорит, что да, Exotanks это и есть киберпанк, да, частично это так. Поэтому, смотрите, дамы и господа, экзотанкисты и экзотанкисты, бандиты и бандитки, у нас сегодня на повестке дня. Чем мы собираемся сегодня заниматься? Давайте я что-то добавлю звука нету. Должен быть какой-то определенный уровень громкости. Уровень шума, так скажем. Миша, здравствуй. Да, какой сегодня будет урок? А вот если захотите урок какой-нибудь, мы сделаем. Но сначала основная часть, да. Сегодня у нас такое вот логическое сравнение двух танков. А именно танков Клинок и Тесла. Почему именно их? Потому что Клинок относительно новый танк, да. И это единственные два танка, которые на воздушной подушке. Сегодня мы с вами что сделаем? У меня есть некоторые представления, по которым я бы хотел их оценить, но, без сомнения, без вашей помощи это очень будет сложно сделать. Я буду предлагать критерии для сравнения и высказывать свое мнение по поводу, там, кто сильнее, какие плюсики кому мы даем, да. Естественно, чат может предлагать свои критерии для сравнения и также высказывать свое мнение, почему этот танк сильнее, почему этот танк слабее, да, поэтому... Геннадий, могу предложить расклад стрима. Я беру Клинка, а ты Теслу. Да, бери, конечно, я возьму Теслу. Вот. И как только мы... Смотрите, мы будем играть периодически, да, вот в каждой игре рассматривать тот или иной другой вариант развития событий. Так, смотрите, ой, как много людей. Давайте так, смотрите, мы что сможем сделать? Давайте мы не будем все впятером лезть в одну команду ко мне, да? Давайте, у меня останутся двое, а остальные двое пойдут к мистеру Бланко. Мистер Лигус говорит, что 3 танка пришли на его базу. Видимо, нападают непосредственно жестко. Вот, смотри, мистер Мойс, как ты смотришь на то, чтобы, допустим, ты и Эверест или кто-нибудь еще возьмет в друзья мистера Бланко, и мы пойдем воевать, да? Я обязательно против тебя возьму Тесла, и мы решим же, кто из нас самый сильный экзотанкист. Поэтому пока что ждем, когда мистер Бланко закончит игру, а я уже буду подкидывать вам критерии, по которым мы будем оценить. Чуть не забыл, да как же я мог? Как же я мог? Совсем забыл, смотрите. Сегодня у нас 11 декабря, да, и сегодня, понимаете, без праздников никуда. Вот жизнь без праздников неинтересна, и мы должны обязательно обсудить, какой сегодня у нас праздник. А сегодня у нас там, как минимум 2 больших интересных праздника. А это Международный день гор, да, и День Андреевского флага. А также, помимо этого, в Аргентине празднуется Национальный день танго. Итак, сразу же в чатике написали все, кто любит танго, все, кто любит танцевать. Вот я лично, когда в общем, в музыкальной школе учился, да-да-да, в музыкальной школе, у меня было подразделение хореографии, где меня, в принципе, учили туда-сюда немножечко основам спортивных видов танцев, да, поэтому немножечко, мистер Борис, привет, немножечко я танцевать умею, да, вот. Как вы к этому относитесь, да? Могу ли я вас всех поздравить, всех танцоров, не танцоров? Вот, итак, go. Добавьтесь, пожалуйста. Я умею чуть-чуть танго, Полина говорит, да? Ну, отлично. Танго это вот, знаете,
Танец — это визуализация чувств и эмоций, знаете. Вот человек чувствует, хочет что-то сказать, но вот ему нельзя говорить, и вот это вот, знаете, это движение, это чувство в движениях, вот, чувство в движениях, именно вот это вот. Уметь выражать себя через танец — это одно из больших видов искусств, которые лично я очень сильно уважаю. Поэтому всех танцоров танго. Если человек специализируется на танго, то кто это? Тангист, что ли? Тангист, получается. Да, тангоист. Но в любом случае, это очень схоже вместе с танкистами. То есть экзотанкист и всем экзотанкистам и экзотангистам, в кавычках, всем привет, всем ку. Поэтому, итак, господа, давайте так. Мистер Бланко уже пошел в бой. Ладно, давайте первый стартанем без него, а потом мы непосредственно начнем, разделимся на две команды и пойдем. Сейчас мы, скорее всего, лично я возьму танк Тесла. Сразу предупреждаю, может быть, кто-то из союзников захочет его тоже взять, да, чтобы у нас было некоторое распределение. Угу. Поэтому ждем. Как обычно, наш опыт подсказывает, что игра находится на 51-53 секунде. И мне удобнее с Мортом. И проще будет сравнивать, если от одной команде, как по мне, будет. Если в одной команде... Ага. И проще было бы объяснить DS. DS, Discord. Окей, хорошо, первую пройдем. Да, вот. Тогда ты бери вот свой танк, я возьму свой танк. Тратам, 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 тратам. Тарарарам, рарам. Папа псих, мистер Бланко взял уже танк. А я думал, что мистер Бланко уже нашел игру. Поэтому и допустил так легко. Ладно, это первая игра. Потом на следующую игру я возьму мистера Бланка к себе в команду. Оставлю у себя Эвереста и Амадеуса. Блин, все равно у нас не 6 получается. Или как оно? Подождите, 6 человек разделить на 2 по 3 человека. Вроде все логично, да, звучит? Я буду... все. Получается, Морт, Амадеус мой в одной команде будет, во второй команде я, Эверест и Бланка. Вот. Какой... Нет, я, знаете, уже начал с ума сходить. Вот думаю, что такое? Итак, первая карта у нас Нерия, потерянная колония. В принципе, очень интересно. И задача у нас контролировать маяки. Как вы помните, контролировать маяки лично у нас, да, вот, не очень хорошо получается. Не пали контору. Не, Эверест это слишком имбово. Эверест это слишком имбалансный молодой человек. Мойс хочет поспорить, да? Мойс считает, что это не так, да? Поэтому давайте посмотрим. Но на самом деле, если вы не в курсе, то периодически мы делаем различные скилл-тесты, да? И по результатам скилл-тестов, которые я уже проводил, могу сказать, что вот Мойс вот пока что один из лидеров. Итак, да, первая игра и первый критерий, по которому я хочу сравнить эти два танки, это система передвижения. И по этому критерию оба танка абсолютно одинаковые, потому что оба танка абсолютно уникальные, и они передвигаются путем воздушной, знаете, либо, как мне кажется, это аэродинамическая подушка, да, либо это магнитная подушка. Вот, по моим субъективным ощущениям, это именно воздушная подушка. Вот. Как вы считаете, прав ли я? Я думаю, что не согласиться со мной в этом плане довольно-таки сложно. Что ж, поэтому предлагайте чатик. Нет, вы пока что думайте, но не пишите. В голове так у себя держите мысль, да, мыслью, по которой мы собираемся оценивать танки в следующей игре, да, вот. Я уже придумал и выскажу, когда игра закончится. Итак, подъехали к первому месту. Они по-разному ездят. Да,
Мистер Мойс, молодец, что заметил. Действительно, они по-разному ездят. Давай, Мойс, раскрывай тематику пошире, да? Давай сначала я скажу, что я думаю, а потом ты добавишь, да, вот. Либо наоборот, давай, ну вот. Вот я, ну то есть, в чем у них разность передвижения? А именно в том, что не мистер, а Теслоид, именно танк Тесла, едет чуть-чуть быстрее, чем танк Клинок. Мне кажется, да? Если ты имел в виду именно это, то напиши плюсик. Если нет, то давай описывай, что ты имел в виду более подробно. Опа, первый килл мистер Мойс забрал себе. Отлично, папа псих, папа псих. Папа псих. Если кто-то из зрителей, да, ну я просто жил в те времена, в те далекие страшные времена, 2007, где же он, любимый мой 2007, вот тогда еще был такой вот сериал на телевизоре, на канале ТНТ шел Геннадий Букин. Вот, я вот его себя частично ассоциирую, да, потому что он Геннадий, я тоже, да, вот, он такой же умный, веселый, харизматичный, как и я. Поэтому, вот когда я услышал, ну, увидел никнейм Папа Псих, сразу же вспомнил этот сериал. Насколько я знаю, в Екатеринбурге, это же Екатеринбург, да, там есть даже настоящий памятник данному персонажу. Итак, наконец-то мы апнули левел, возьмем мы, как обычно, я предпочитаю брать практически всегда конденсатор заряда. Мне кажется, что это с этим просто удобнее играть. Давайте глянем. Видим, что вокруг нас много различных танков. А вот песню, кстати, про Папа Психа я не буду петь в эфире. Хоть я немножечко помню, но петь не буду. Вот, ибо осуждаю такое поведение. Что-то там творится такое интересное. Так. Каширин. Никнейм Каширин, да, такой был? Каширин. Так, максимальное количество киллов пока что у мистера Мойса. Клинок. 7 киллов сделал. Мы сделали киллов поменьше. О ты господи. Пока что я тут выезжаю, смотрю, оцениваю ситуацию. К нам уже заехал нехороший молодой человек на своем танке. Ничего не успеваю сделать. Просто никого не успеваю убить. Союзники слишком сильные. Что ж, тогда мы можем в крысу, потихонечку, пока что никто не видит, попробовать завоевать вражескую точку. Но если я туда поеду, то никто тогда, получается, не останется у меня. Да, или мистер Морт, может быть, останется. Хотя, вот из таких прикольных вещей я могу, знаете, даже помочь команде, мне кажется, оставаясь здесь, просто ультануть своей способности вот этой шариковой, да, шаровой молнии через стену. Хотите, сейчас покажу, вот сейчас покажу. Ну типа, вот так вот берете, ставите, кидаете вот его ульт, и он летит. По сути, он игнорирует препятствия и летит на небольшое расстояние, ну метров так 100. По субъективным ощущениям. Это, кстати, один из больших таких плюсов. О, мистер Эверест, вы хилитесь? Ну, оставайтесь всегда хилиться здесь. Я пошел, буду захватывать вражескую точку. Может быть, мне даже удастся показать интересный геймплей. Вот. По поводу поведения, да, эффективного на данном танке. Конечно, без сомнения, лучше всего, прежде чем выехать, да, куда-нибудь, зарядить свою способность правой кнопкой мыши. Способность называется накопление заряда. О, какое название классное. Накопление заряда. Вот и все. Вот и все. Мистер Бланка. Посмотрите, у мистера Бланка тоже такой же танк, как у меня. Что ж, мы сейчас будем друг друга уничтожать. Кто сильнее? Пока что урона гораздо больше нанес мне мистер Бланка. Видимо, я просто не попал ничем. Это не очень хорошо. Вот. Да ты, господи. А почему я вообще не попадаю по мистеру Бланка? Либо он хилится как-то, но я не вижу, да, источников хила рядом стоящих. Либо просто на мистере Геннадии криворукий. Дарк Аона Драгон. Добрый вечер, добрый вечер.
Смотрите, танки у нас одинаковые. Вроде бы мы оба подготовлены были к замесу, но не получилось мне переиграть. Мистер Бланко сделал лучше. Я на самом деле не понимаю, почему. Могу предположить, потому что я не попал своим зарядом. Ну, ничего страшного. Давайте опять снова поедем в эту сторону. Но сейчас-то у нас кулдаун ультимативной способности закончился. Мы прямо сейчас это аккуратненько, заблаговременно зарядим побольше заряда и поедем убивать. И непосредственно данный замес сразу решит и поставит точки над «и», кто же настоящий танк Тесла, а кто всего лишь иллюзия, кто, знаете, слово такое красивое есть, сейчас не могу вспомнить, которое обозначает иллюзию, тень, знаете, в фильме каком-то, а кто Доппельгангер, вот. По моим... Вот это, да, кстати, это что сейчас было, чатик, вы это видели? Мне кажется, мы провалились под господина Бланко. Либо он под нас провалился. Так. ХП у нас абсолютно одинаковое количество. И если... Все, я думаю, зависит от того, кто раньше просто нажмет кнопки. Да ты, господи. Угу. Выиграл я, но без сомнения не без помощи мистера Амадеуса. За счет того, что я лично раньше начал. Мне чуть-чуть помог мистер Амадеус. Как мне кажется. И в итоге оригинал на Геннадии, Доппельгангер на мистере Бланко. Видим, что никто из союзников не остался на точке. Отлично. У нас теперь официально 3-й уровень прокачки. Конечно, хотелось бы апнуть 4-й, чтобы у нас появилась вторая модификация улучшения. Я не помню действительно. Вторая модификация это либо... Все, первая игра выиграна, союзники отправили сигнал. Отлично, давайте. Закончилась первая игра. Сейчас мы перетусуемся командой. Я лично позову мистера Бланко и оставлю себя Эвереста. Все остальные... Вот, все. Смотрите, давайте я выйду. Так, я покину группу. Да, возьму к себе мистера Бланко и возьму Эвереста, к примеру. Не могу взять Эвереста и пригласить в группу. Не могу. Потому что мистер Эверест уже в группе. Как же весело респавнится по 40 секунд. Прям динамика. Угу. Все, мистер Эверест, взял тебя в группу. Но ты, наверное, умер, да, на 4-м уровне, на 4-5 уровне. Потому что на низких левелах, то ты респавнишься 10 секунд. Так, давайте обсудим. Мы сейчас обсудили по первому критерию. Это вот манера передвижения. Да, мистер Мойс ничего не добавил, потому как непосредственно по-разному двигаются. Да, я сказал, что танки просто, у них различная скорость. Вот, да, действительно так и есть. Вот. Второй критерий, который мне сразу в голову приходит, это основное орудие. Вот. И основное орудие, вот у них есть схожести, это то, что и тот, и другой танк стреляет молниями. Мы видим, да? Но различие в том, что молнии разных цветов. У Теслы, по-моему, это синий цвет молнии, у клинка цвет зеленый, либо красный. Да, вот. Клинок медленнее во всем по старту проигрывает. Ну, медленнее, да, так и есть. Клинок медленнее передвигается. Вот. Отлично. Сейчас давайте... мистер Бланко взял Теслу, мы тогда возьмем... Подождите, а где танк? Вот он, все, я уже перепутал. Сейчас мы берем... Блейд. Танк Блейд. Угу. Хочется, вот насчет основного орудия, да, хочется рассказать побольше о различиях. Дело в том, что у танка Теслы основное орудие, оно одно. То есть, ну, логично звучит, да, основное орудие, оно одно, да, оно вообще единственное орудие у Теслы. А у клинка есть два различных орудия, я, как обычно, на диверсанте. Да, диверсант это твой страшный танк. Поэтому, вот.
Вот, мы сейчас говорили о различиях, да, вот. Опа! Супер, шикарно, отлично, у нас новая карта. Нерия, потерянная колония, смертельная битва. Шикарно. Сейчас будет прямо... Мы на этой карте уже играли раза два, да? На этом режиме. Но сейчас, мне кажется, будет супер интересно. Так вот, клинок. У него есть два орудия. Причем вот оба орудия, у них довольно-таки большая дальность. Порядка метров, субъективно 250-300. Но у Тесла очень низкая дальность орудия. Да, вы могли заметить. Помните, первое взаимодействие с мистером Бланко у нас было в том, что мы выехали, одновременно начали друг друга стрелять, Геннадий промазал, мистер Бланко нет, потому что Геннадий издали начал стрелять. В итоге все. Если ты не попадаешь, то ты проигрываешь почти всегда. И это нужно понимать. И вот эта вот дальность, эффективная дальность стрельбы делает эти танки супер разными. А именно, что это, Миша? Что это делает? То есть, чтобы попадать на Тесле, супер важно находиться близко с танком вражеским. Если ты, ну, по-другому ты не попадаешь. А чтобы побеждать на данном танке, что у меня, клинок, выгоднее находиться подальше. Вот, и это супер круто, потому что чем дальше ты, тем меньше танков тебя также могут доставать. Это вот тоже интересный момент. Хотелось бы сказать об этом. Вот такие вот дела. Вот смотрите, вот когда я стреляю, получается... Ой-ой-ой-ой-ой, нашу точку захватывают, нужно не дать захватить. Поехали. Смотрите, вот. Вот это вот орудие основное у меня зеленое, которое справа сверху, да, вот оно. Оно еще имеет обыкновение самостоятельно перезаряжаться. То есть нам не нужно нажимать буковку R на клавиатуре английскую, да, нам не нужно перезаряжать вручную. Оно самостоятельно перезаряжается. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мистер Морт, в меня стреляют. Ой, мама-мама, Морт на меня газует. Как это в песне-то? Надо вспомнить. Все, поехали. Ой-ой-ой, что там происходит? Нашу точку захватывают, господа, сейвимся. Не даем. Надо заезжать сюда и не давать. Сразу, Эверест сразу вспомнил, понял, да, о чем я? Какую песню я сейчас начал использовать. Все, а мы прячемся, мы... О май гадабл. Меня просто вчетвером прессуют на этой точке. Я пытаюсь вот использовать эффективные элементы карты, чтобы меня просто не убили. О ты, господи, спаси и сохрани. Ну ладно. Сейчас я резаю себе и выезжаю спасать. Слава богу, что я быстро умер на ранних левелах, поэтому у меня есть шанс выехать и что-то прикольненькое сделать. Едем. А что с игрой, почему теней нет? А я не знаю, может, потому что я их убрал, наверное. Бабкины пятки, здравствуй, бабкины пятки. Ой, мама, мент на меня газует. Да, но тут не мент, а Морт. Мистер Морт на меня газует своими друзьяшками. Все, я вспомнил, смотри, Петя, теней нет, потому что когда я лично на своем ПК включаю тени, то он у меня показывает вот такие вот полосы. Да ты, господи ты, месье Амадеус. Месье Амадеус. Так, что мы тут делаем? Мы, короче, прячемся и атакуем, прячемся и атакуем. Ой, хорошо, союзнички меня подсейвили вовремя, нажали кнопочки свои. Какая красота, как хорошо. Ой, я даже не знаю, у меня получается со второй попытки получилось отжать свою ключевую точку. Это очень хорошо. Пока что я здесь занимался отвлечением внимания. Профессиональный отвлекатор внимания, отвлекатор. Так, можно, да, использовать такое слово? Отвлекатор. Да? То у меня просто... союзнички захватили вражескую точку. И это прям супер хорошо. Ну что ж, давайте-ка воспользуемся возможностями данной карты.
А, вот, кстати, Полина, помнишь, на прошлом стриме ты спрашивала, какие есть добавления прикольные штучки на этой карте? Вот сейчас я тебе покажу. Я доеду до точки. Видишь, вот плюсик, я сейчас еду вот туда, вот этот плюс. И сейчас мы покажем, что же можно делать такого интересного. Так. Я их точку упустил. Кины, ты в жизни так быстро тараторишь. А я тараторю, да? Капслок. Я тараторю, наверное. Смотри, капслок. Я, может быть, и в жизни тоже тараторю, но, получается, не замечаю. Видишь? И для меня эта ситуация, она привычная. Давайте я попробую говорить медленнее, размернее, вот так вот. Медленнее, размернее буду говорить. Буду говорить. Говорить. Так, видим. Смотрите, за всю игру мы ни разу не использовали. О, все. Теперь уже использовали. Стрельнули мы из орудия стрега. Но при этом нужно понимать, да, нужно всегда помнить, что каждый выстрел из орудия стрега снимает с нас прочность. Запас прочности. Что за полосы, покажи. Нет. Если я сейчас включу, то вот, смотри, полосы у меня по карте вот такие появляются. Они незаметны, ну, обычному взгляду, да? Но если прям присмотреться, то видно. Кунами за всеми хочет. Да, я хочу угнаться за всеми. Да не в претензиях, так просто как будто куда-то спешишь. Как будто куда-то спешишь. А жизнь, знаешь, такая вот штука медленная, что... Нет, не спешу никуда. Может быть, да, я могу предположить, что я просто... У меня мозг так работает, что он быстро думает. То есть мысля приходит в голову, и я ее быстро обрабатываю, и хочется быстро высказать. Но я не уверен. Да ты, господи, сколько урона. На вражескую базу, алло. Да я еду на вражескую базу. Ой, какой дэмэдж. Фокусированный по мне дэмэдж выявили враги. Но хочется заметить то, что у нас один из наших танков, получается, умер. Все. Больше ресов нет. Осталось только 2 танка у нас. И у меня 2 возрождения осталось. И у союзников по 2 возрождения. Нужно аккуратнее пользоваться. Нужно сейчас, вот как приятно играть с сильными игроками. Смотрите. Смотрите, какой-то баг, да, я словил. У меня танк показывается красным. Но он должен показываться красным только тогда, когда он получает урон. Но сейчас мы не получаем урон. Он не должен быть красным. Ты, господи, что тут у вас творится? Мистер Lonely. I'm Mr. Lonely. I have nobody. Так. Чуть-чуть, знаете, кажется, что немножечко не хватает скорострельности вот, у этого танка, да, и скорости восстановления зарядов основного орудия. Ну, такое ощущение. А я уже везде успел, так что мой мозг как черепаха теперь... ну смотри, опять же, я быстро говорю тогда, когда я примерно понимаю, о чем идет речь, да? Если для меня... Вот вы сейчас какой-нибудь сложный вопрос мне задайте, такой, в котором я даже никогда не думал, то тогда я ничего не смогу ответить, наверное. Мне придется напрягаться. Вот у меня одно возрождение, F. Да, но зато... Так, подождите, у врагов-то тоже по одному возрождению осталось. Возьмем. Надо теперь супер. Для нас сейчас стадия игры такая, где очень важно стратегическое передвижение вместе. Вот мы сейчас с мистером Бланко будем вместе выезжать, чтобы не дать нас зафокусить. Оу май гадабл. Вот это было жестко. Вы видели, что я сделал? Я сначала похилился,
чтобы можно было использовать ультимативную способность, ну то есть обычно, обязательно, перед тем, как использовать ультимативную способность, лучше похилиться, потому что ульта снимает хп. И сразу же нажал, ой-ой-ой-ой-ой. Мистер Мойс чисто как мент на меня газанул, и я умер. Мне тоже осталось одно возрождение. Где находится Нофалет? Я не понимаю, о чем идет речь. Нофалет. Нет, не знаю. Я бы сейчас загуглил, мне так и хочется нажать Alt-Tab, чтобы загуглить, но не буду. Не буду. Что по состоянию игры? Очень ровная игра. По количеству возрождений у всех примерно одно осталось, последнее. Нужно... Гена, от тени можно уже включить. Апдейт уже давно вышел, который это фиксит. В октябре может быть. Добрый день всем. Спасибо, пожалуйста, мистер Экзотанкс. Отлично. Это очень важное для нас сообщение, и это мы обязательно сделаем после этой игры. Ой-ой-ой, мистер Бланка, мистер Эверест, нас осталось у каждого по одной жизни. Мы должны держаться друг друга, мы должны очень аккуратно выехать и просто уничтожить. Любой танк, который сейчас умрет, больше не воскреснет, господа. Господа, как же круто! Вот этот режим, он супер кайфовый. Он супер максимально кайфовый, потому что я сейчас максимально задействую все свои части мозга. Мы сейчас с моими друзьями, чисто наша банда, чисто банда. Будем воевать, будем думать, как это все можно прикольно придумать. Из проблем то, что у меня... вот. Прежде чем воевать, я просто буду издалека стрелять. Ага. Я просто не дам мистеру Морту в меня навестись. Не дам навестись. Прежде чем стрелять... Ой-ой-ой-ой-ой. Мы сначала наберем. Да ты, господи, какой дэмэдж! Вы это видели? Я не понял, откуда урон нанесли. Я пока что стрелял в одного, мистер Мойс меня просто сбоку обошел и уничтожил. Но мои красавчики выезжают чисто вдвоем, двух сторон объезжают. Мистер Мойс не понимает, куда ему двигаться. О боже, о господи! Последняя жизнь, последний герой остался. Никем не забыт. Ничто не забыто, помянем, да? Посмотрим. Что происходит? Мистер Бланка, используйте все свои умения, уничтожьте врага. Это супер важно. Нужно, чтобы Эверест помог. Ой-ой-ой, как прыгнул. Это был очень крутой прыжок. Видите, я уже умер, я не могу возродиться. Все. Вы видели? Вы слышите, да? Я вот хлопаю, ну типа, ладонью об ладонь. И типа, вот это было круто. Мы были очень близки друг к другу, тютелька в тютельку. Я вот уже стрелял и уже приготовился ультануть. Но в этот момент мистер Мой сделал убийство. Я умер, больше ничего не получилось. Ну ладно. Красота. Супер классный режим, супер классный отыгрыш. Все молодцы, все красавчики, молоденчики. Сейчас, прежде чем стартанем, давайте мы настроим тени. Где это все происходит? Тени низкая. У меня везде ультра стоит. Давайте поставим ультра. Мой килл последний. Красавчик. Красавчик. Когда еще по Тесле урон не проходит, вообще класс. А вот я не заметил. Ну, может быть. Но мне кажется, Мойс, мне кажется, тут проблема в том, что ты слишком близко к танку, да? Вот. Я периодически очень внимательно слежу за тем, что ты пишешь в чат, да? И очень часто, мне кажется, это с тем, что есть какая-то аура. Не то чтобы аура, а минимальное расстояние, где урон может не совсем пройти правильно. Вот. Поэтому надо это изучать. Ну что ж, давайте пока стартанем. Мы действительно, хочется сказать, что прям супер классненько. Минут у нас эта игра заняла чуть больше, чем обычно. По-моему, это было 11-12 минут. Поэтому, смотрите, я поправил. Я вставил улучшенные тени, кто у нас там спрашивал. И мы сейчас будем смотреть. Да, капслок у нас спрашивал. Сейчас глянем. Вот, а мы продолжим дальше обсуждать основное орудие этих двух танков. Вот. Урон у них, я не знаю, не могу сравнить по урону, да. Но вот именно то, что у них разброс очень разный. У танка
Теслы разброс очень большой. Ему из-за своего разброса и эффективной дальности стрельбы нужно находиться очень близко. А у танка Клинок разброс очень узкий, его практически нет. Он может из снайперской винтовки стрелять. Я пойду, удачи. Да, Полина, хорошо. Хорошего вам вечера. Ну а чё стреляешь? Вот. Не проходит урон, когда видно, что попадают. Режим этот мне очень нравится. Мне очень нравится, особенно когда можно вот так вот собраться командой против команды. Ну, конечно, на крысе спаун киллить. На крысе спаун киллить. Надо... Сейчас я попытаюсь понять, о чем идет речь. На крысе спаун киллить. На крысе. Не, я не понял, нужно пояснить. Ну, то есть, я примерно понимаю, что означает, да, но я не могу вот эти слова адаптировать под эту игру. Ну, то есть, обычно бывает, как, да, в Counter-Strike, да, вы спавнитесь, и перед тем, как вы спавнитесь, ваш враг, он как бы встает в позицию такую, при которой вы спавнитесь, и он сразу дает вам хедшот, да, но тут такого нету, вы спавнитесь, и вам враг не может заехать на ваше место. Ахаха, Ген завис. Да, я завис немножко. Логика Гена, нагрузка 100%. Есть такое, да. Просто, знаешь, в моей голове, как это происходит? Я читаю слова, вот слова, да, и в моей голове сразу же под эти слова, ну просто любое слово, которое вы пишете, оно каждым человеком воспринимается по-разному. Потому что вот одно слово может иметь несколько значений. Вот в моей голове к этим словам есть определенное значение, и мой мозг, он как бы достает из своей, знаете, из своего жесткого диска, вынимает наиближайшее значение и встраивает. И я собираю эти словечки в кучу, и у меня получается определенный смысл. Но если этот смысл не подходит, я не понимаю, да, этого смысла, я пытаюсь найти альтернативные значения каждого слова, и вот так вот оно едет. Я выезжаю с базы на точку, ха-ха, 3 живых чела против 3 живых челов, меня оглушает и кидает сразу же в мину ультовую. Класс, да, так и есть. Мы тоже, но мы же втроем выехали против вас троих. Есть такое. Что ж, подождите, у нас опять это же карта, этот же режим. Очень супер классный, нужно пахать. Вражеский состав ничем не изменился, это прям супер классненько. Ай-яй-яй-яй-яй, нашу точку уже захватили, нужно возвращаться скорее, скорее, скорее. Мистер Амадеус. Вот оно что. Мессия Амадеус. А на каком танке Амадеус играет? Диверсант, но с диверсантом будет сложности. Он уходит в Invisibility. И это получается неуязвимобилити, вот. Вот такая вот штукенция. Вот оно шо, Амадеус. Больно мне делает, больно мне, больно. Нужно стрелять во врага, чтобы набить свои заряды. Так, все, хилюсь, я хилюсь. Ох, как хорошо сыграно. Я вот чувствовал, да? Я вот чувствовал, мне не хватит еще 4 выстрела сделать основным орудием, чтобы заработать достаточное количество зарядов для ремонтной батареи. И мне пришлось использовать вот этот выстрел. Если бы я его бы не убил с этого выстрела, я бы моментально бы умер. Потому что у меня хп уменьшилось. Точнее 4. Где отключить размытие в движении? А мы сейчас глянем. Где отключить? Я не знаю. Но после игры глянем. Мистер Бланко, вы постойте здесь, мне нужно немножечко отхилиться. Я сейчас поеду в точку... да? Я поеду в точку... ремонтную точку, да? Можно назвать ее так? Ремонтная точка. Мне, конечно, хочется ее... Я увидел первый раз, у меня сразу же ассоциация возникла с мойкой машин. Я вот эту штуку увидел, знаете, мне показалось, что меня чистят, моют. Good. Вот. Поэтому я буду ее назвать Мойка. Видите, кстати, никто из игроков не рискует выезжать на вражескую точку. Привет экзотанкистам. Мистер Кими, добрый вечер. Вот. А может быть, мистер Кими к нам пришел из какой-нибудь непонятной
другой вселенной. Фу, не что я сказал, вселенной? Нет, я имел в виду другой полушарий, где сейчас... У нас вечер сейчас, да, в России, а где-нибудь там, в Америке, да, Америго, там не вечер, там, допустим, утро. Тогда нужно говорить «доброе утро». Вот и оно, господи, что он творится. Месье Амадеус опять захватывает точки. Я возвращаюсь. Мы... Вот этого, кстати, господина, господи, можно убить. Мистер Кими, расскажите, пожалуйста, из какого вы полушария? Вопрос, конечно, максимально глупый, да, можно счесть его, но вопрос к тому, что какое у вас сейчас местное время. Вот это да! Я чуть не отлетел. Если бы не мистер Бланка, я бы прям отлетел. Супер сильно. Мне опять нужно хилиться. Мне тут вариантов нет. Мне кажется, вот этот режим очень сильно бы понравился мистеру папе Сталину. Он любит, знаете, ехать, хилиться куда-нибудь, обычно на базу. С другой вселенной, да. Я вот почему-то не знаю. Привычка у меня такая использовать это слово. С другой вселенной. Что? В меня стреляют? Не стреляйте, не стреляйте. Все, хилюсь. Я бы сейчас увидел, да, мистер Кем пишет, я из вселенной там 613. Да? Человечество будет поражено. Да, или от слова породить. Не породить, а будет в поражении. Или как оно там, Россия, матушка. Да, отлично. Великолепно, мистер Кими. Шикарно. Значит, у вас тоже примерно вечер. Хотя, с другой стороны, в России 10 часовых поясов. Хотя, помню, в свое время когда-то было даже 12, но сейчас осталось 10. Потому что месье главнокомандующий Путин, это слово можно использовать, да? Он подписал закон о том, чтобы уменьшить количество этих разных вот оно шо, часовых поясов. Хотя, лично я, если бы меня спросили, да, месье Геннадий, да, либо мистер Геннадий, как вы считаете, вот нужно ли в России уменьшать количество часовых поясов, то я бы сказал нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, Владимир Владимирович, не уменьшайте, пожалуйста. Потому что Россия это единственная страна в мире, которая может Новый год встретить 12 раз. Абсолютно, да? То есть сейчас мы 10 раз встречаем. Потому что 10 часовых поясов. Вот оно шо, больно. Вот оно шо, мистер Масислав. Но, к сожалению, как вы понимаете, никто меня не спрашивал, хотим ли мы уменьшать количество часовых поясов. Поэтому, вот. А если бы я мог, я бы вмешался, я бы сказал, а что ж вы делаете? Как же так? Так же нельзя. Нужно оставлять. Да ты, боже мой. Я не могу разворачиваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот у меня Амадеус сзади, кстати, меня стреляет. Не стреляй. Есть песня, да? Группа ДДТ. Не стреляй. Я, к сожалению, не вспомню слова. Я не ожидал, что месье Амадеус меня так коварно подловит. Честно. Но я попытался сделать все, что мог. Так, выезжаем. Янина, все помаленьку. Настроение, дела, отлично. Это прям супер хорошо. Хочу сказать, я хочу похвастаться, да? Дело в том, что сегодня утром у нас было довольно-таки холодно на улице, но лично у меня за окном было примерно минус 9. Потом пошел снег и стало тепло. Вот. Все, это все, чем я хотел похвастаться. Все. Хвастаюсь тем, что пошел снег. И температура в городе стала повыше, средняя. Из плюсов, кстати, по игре, хочу заметить, да, что вражеский танк Диабло уже больше не резнится. Это супер хорошо. Мы должны использовать стратегическое наше преимущество. Мне все время что-то показывает то, что меня сзади стреляют. Надеюсь, все будет просто отлично скоро. А почему скоро? Должно быть сейчас отлично. Вот, почему скоро? То есть,
Оно должно быть сейчас отлично и всегда отлично. Так, видим императора. Вы видите, да, чатик, если вы внимательно следите за моим паттерном поведения, да, вот, если мы на прошлом стриме мы обсуждали биологию, вот есть определенный паттерн поведения эффективный, но я... Вот оно шо, вот оно красавчик-то я могу какой, вот, да-да-да, подкрученный Бланка. А кто крутил, вопрос, кто крутил Бланка? Признавайтесь, чат, кто крутил Бланка и куда крутили? Плюс в чат, если ты крутил Бланка. Подкрутил Бланка лично. Куда крутили и что крутили? Я, к сожалению, не... Вот оно, боже мой, не убивай. Мы с тобой одной крови. По Бланка 0 урона, хотя попал. Вот. Мы с тобой одной крови, мистер Мойс. Зачем вы меня убиваете? Смотрите, из врагов, кстати, вот у меня осталось только 2 возрождения, а у императора 3. Угу. Странно. Клинок симпатичный танчик, да он вообще весь красавчик. Муа! Смотрите, вот оно. У меня сейчас цифра 21. Вправо крутили. Урон по Бланка, да, чисто подкрутили. Плюс в чат ставьте, кто крутил. Чисто стремлер подкрутил заранее, до стрима. Знаете, как это? Есть же старые магнитофоны, у которых вот такая, знаете, которые еще радиоприемники-магнитофон одновременно. Вот у них такая вот кнопочка кругленькая, которую ты вправо по часовой стрелке крутишь, ты, получается, увеличиваешь. О май гадабл! О, no! 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 Не надо! Блин, это плохо. Я постарался выезжать очень аккуратно. Ну, то есть, но меня подхватили и с 2 сторон зажали. Все. Вот оно что. Мистер Бланка, не умирай. Ой. Надо, короче, вместе держаться теперь. Все. У нас уже один танк больше не резнится, и у нас у 2 танков по 1 хпшке осталось. В среднем у врагов на 1 хп, то есть на одно. Удачного стрима, чату, всего просмотра, всем пока. Да. Кими, играйте, пожалуйста. Я предполагаю, что чтобы выиграть эту игру, мне нужно просто играть вместе с союзниками. Я сейчас поеду в сторону Эвереста. Может быть? Не, видите? 370 метров я не достаю основным орудием. Мне нужно ближе. Как только я увижу, в дискордик можно заходить, там ребята помогут с боями. Да. Эверест, не умирай. Я подъезжаю к тебе, месье Эверест. Ой, хорошо. Надо помочь союзникам. Ой, это господи, кто меня кастует, кто в меня стреляет? Не надо, пожалуйста. Это мой друг или мой враг остался? Вот оно что. Нет. Nope. Нет, не надо. Враги, конечно, гении. На врагах гении. Кстати, я, наверное, всех не убью. Только такое количество врагов. Все, на что я могу надеяться, это в соло 1x1 кого-то вырезать. Да не стреляй! Не стреляй! Не надо. Ой, все, успели все-таки на меня. Нам ГГ, да, видишь? Да там просто это. Мистер Мойс уже подкрутил самостоятельно. Вот, все. Подкрутили и больше не работает. Подождите, Эмперор, он что-то слишком сильно играет. Я сразу заметил. Эверест, давай вместе держаться. Нам по-другому никак, только вместе. Вот, все, я стреляю.
Мартислав, Мартислав, Мартислав. Хилюсь, хилюсь, стреляю, хилюсь, стреляю, хилюсь, стреляю, хилюсь, стреляю. А я, кстати, мне кажется, имбалансную точку нашел. Помните, на прошлом стриме мы с вами обсуждали точку... Ой ты, господи! Смотрите, я вот хоть и хилюсь, но у врага-то... Несколько танков, которые меня контролят. Давай, Гена, я буду стараться. Я буду стараться, что мне делать? У меня других вариантов нет. Все, я не вижу. Так, где? Я знаю. Короче, я как настоящий тургеймер. Вот оно что, вот оно что, вот оно что, вот оно что, вот оно что. Не надо меня это. Не надо. Да заезжай, заезжай туда. Я двоих вынес дальше сам. Да, я сейчас захилюсь и я вынесу. У меня точку захватывает. О, чисто на гимнославе гениальный молодой человек сидит. Все, я сейчас хилюсь и еду на базу. Император жесткий, да без сомнений. Я-то думал, что на императоре не человек, а искусственный интеллект. Оказывается, это интеллект у императора лучше, чем у искусственного интеллекта. Чисто OpenAI. Жестко играет, да. Очень жесткий. Шо поделать? Вот тут у меня дружочек. Ой, уже захватывает много. И где данный молодой человек? Справа, слева, справа, слева, справа, слева. Думаем, где же он? Где ж ты, друг мой? Сладкий. О, ты, господи, ты хилишься. Да не, нечестно хилиться. Ой, хилиться нечестно, нечестно. О, блин, у меня основное орудие, оно тупо не заряжается. Буду хилиться. А я не смогу сейчас убить мистера Мойса. Он меня сейчас ультимейт откатится, он меня будет стрелять. Он будет меня стрелять. Вот еще этот кастует император. Мама. Меня кастуют. Все, я умер. Ну что ж. Объективно, чисто хочу сказать, что враги молодцы. Очень круто сыграно. Да, я мощь. Император, ты прямо очень жестко сейчас сыграл. Интересно, баг нашел. ГГ. Описывай, пожалуйста, Лигус баг. Можешь в личку написать Мисс Иллюзии. Мисс Иллюзия обязательно передаст разработчикам. Ну, держались мы очень жестко, да? Ты видел, как я там убивал, там уничтожал на лоу хп один, опять хилился, опять уничтожал, да? Там, кто там хотел, кстати, в друзья добавиться сегодня? Или никто не хотел? Давайте глянем. Угу. Никто не хотел. Ну ладно, поехали, стартуем еще одну. Прям сразу же стартанем. Держались мы хорошо, Верест. Согласен, без сомнения. Вот император, конечно, это прямо... Вот я не замечал, насколько он жестко контролит нас. А когда уже заметил, слишком поздно стало. Так вот, давайте вернемся к нашей рубрике сегодняшней. Ну, о чем же? Мы же ведь обсуждаем разницу, да, между двумя танками, да? Вот. Мы обсудили манеру передвижения и мы обсудили основное орудие, да? Что оно делает, как оно работает. Давайте теперь обсудим такой эффективный тип геймплея. Вот. Мы немножко его затрагивали, когда обсуждали основное орудие. Мы говорили о том, что дальность основного орудия, она влияет на геймплей. Видите, я могу издалека стрелять, хилиться на клинке, да, а на Тесле, ну, ты издалека никого не попадешь, вот, да, поэтому давайте оценим способности. Вот, если брать тот же самый танк, вот, смотрите, опять Тесла, отлично. Ну что ж, давайте тогда возьмем еще раз клинка, чтобы обсудить, да, какие у него способности есть, вот. Если брать танк Тесла, то его способности, они... имеют такую, знаете, двойную природу. Сейчас пример приведу, чтобы вам стало понятно, ну, потому что кто-то еще учится в школе, все это хорошо помнит. Есть корпускулярно-волновой дуализм, да, что свет это одновременно и фотон, как частица, да, и волна, вот. И у Теслы, Тесла, кстати, вот, знаете, тоже, вот, она с электричеством связана, у нее тоже есть определенный такой дуализм.
А дуализм заключается в том, что ты можешь качать способности, которые усиливают твое взаимодействие против одного персонажа, да, вот модификации, но у тебя есть основное орудие, оно имеет пассивную способность, которая ты стреляешь, а оно передается по другим. И у тебя есть таланты, которые увеличивают радиус этого действия основного орудия, то есть ты стреляешь в одного и попадаешь сразу по нескольким целям. И есть еще один талант, который увеличивает разность действия твоего умения заземления. То есть вот этот вот дуализм заключается в том, что ты по твоему настроению, ты либо качаешься играть против одного персонажа только, да, качаешь способность, либо качаешь так, чтобы противостоять команде. Вот. Вот в этом-то и заключается его дуализм. Вот. Это вот его особенность такая, изюминка. А у танка, который мы сейчас играем, получается, на клинке, вот у него нету, к сожалению, такого. Ты уничтожаешь только, ты можешь наносить урон только по одной цели. Если ты ее убьешь, только тогда можешь получается переквалифицировать на другую. Вот. Поэтому вот такие вот дела, делишки. Как хорошо. Кстати, это первая игра сегодня на... Ой, первая игра за сегодня, когда мы ездили на вот этой локации хорошей. Одной из моих любимых. Шойгу. По-моему, Шойгу через О пишется. Чатик. В курсе? Я не помню. Сейчас мы все расскажем, все покажем. Вот. Подождите. Куда? Подождите. Куда этот танк сейчас исчез? О, вентилятор, 0 вентилятор. А, все, мистер Деннис зашел к нам. О, добрый вечер, мистер Деннис. Мы очень рады вас видеть. И слышать рев вашего мотора мы тоже рады. Чуть не сказал ряды. Рады. Вот такие дела. Вижу, что мои союзники пока что захватывают точечку. Ну, то есть не захватывают, а на видяху похож танк. А на какую? У меня Asus Republic of Gamers. Вот у меня Asus Republic of Gamers. Вот они, конечно, Масиславычи с императорами. Кстати, вот сейчас, когда мистер Деннис к нам зашел, у нас силы выровнялись. Вот, силы выровнялись. Я даже не знаю, как мне правильно себя вести, чтобы с ними воевать. Я думаю, вот этого нужно вылавливать. А ноги. Да. На видяху похож, да. Но моя видяха, она... Надо посмотреть на нее, кстати. Вот оно, что вы заходите сюда, юзаете свои... Вы приходите в мой дом, в наш дом, используете свои нехорошие способности. И хотите... И вы думаете, мы вам будем рады? Нет, не будем рады. Да ну... Вот, хорошо. Так, второй танк. Где второй танк? Походу, мы сейчас делаем какую-то... да ну вот здесь миссия Амадеус. Сейчас... Вот, меня, кстати, залагало только что, на секунду зафризило. Это я вам говорю, чтобы вы были в курсе и не думали, что у вас что-то со стримом. Ну, типа с интернетом. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Все. Смотрите, тут есть талант ускоритель. Но когда я читаю ускоритель, что он делает? Он ускоряет танк на 5 секунд, но отнимает 10 прочности в секунду. Я не хочу его качать сейчас. Я вижу, что против меня чисто спортсмены. Спортсмены, экзотанкисты. Я буду брать вот этот первый талант. Ну, потому что он хп не отнимает. Так, пока что мы тут остаемся. Эверест в тайне от всех. Знаете, тайная вечеря. Решил захватить проросток точек. Почему бы нет? Я буду, в принципе, я очень даже за. Ага, тут у меня мистер Бланка есть. Ладно, пока что мистер Бланка есть. Я попытаюсь помочь. Выезжаем. Вижу, что у врагов хпшечек немного. Вот, конечно, император жестко играет. У него такой танк еще, знаете. Вот не удалось мне убить сразу же. Не надо меня отключать. Не надо. Так, сейчас. А что, так далеко это действие способность?
Я услышал, знаете, сколько всяких различных звуков сейчас? Всю палитру звуков, звучания я услышал. Пик, 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 пик. Black Cat. Пиу, 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 пиу. Ага. Союзники, конечно, дают нам сигналы различного рода. Мы их слышим. Давайте, смотрите. Вот этот сигнал, это типа, будь внимателен, да? Внимателен, да? Или, типа, светофор, желтый свет, жди, не переходи. Вот. А вот это, не знаю, кстати, вот это что означает. Ну, вот это вот, не совсем понятно. Захвати точку, все окей, да, типа. Или что, у вас есть чатик предположение? Видите, вот здесь, я вот когда нажимаю X, высвечивается такая штука. Вот это, я четко понимаю, это место действия, место боя. Здесь мы стреляем со звуком боя. Смотрите, интересно. А у меня звук боя есть. Но он тихий. Давай я включу тогда погромче. А еще просто я сейчас нахожусь не в бою, да, я далеко от боя, поэтому ощущение, как будто я не стреляю. Сейчас мы... Вот этот танк, он очень жирный. Просто... У танка проблемы с выделением кортизола, господа. Это не хейт, это просто пытаюсь помочь. С двух сторон просто атакуем. Атака титанов. Ой, хорошо, ой, хорошо. Все, опять захват точки у нас продолжается. Наверное, я поеду к врагам. Там самый страшный это император. Надо что-то с ним делать. У врагов. Вот он, мессия. И Масислав, конечно, тоже. Масислав, конечно, гений на всех танках. Страшный человек. Угу. Пыщ, бабах. Да не, ген, все норм, я всегда прибавил звук, все отлично, я понял. Хилится мой Масислав. Вижу, союзники выехали, я должен помогать, я должен прямо сейчас помочь. Я выезжаю. Ух! Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо. Вот оно шо. Вот оно шо. Михаилович. Видите, сейчас только что Эверест стрелял по одному, но у него, получается, основное орудие наносило урон всем рядом стоящим тоже. Он, знаете, была типа цепь молний такая вот. Вот я и говорил, знаете, сегодня рассказывал о дуализме Теслы. Я именно это имел в виду. Ой, хорошо. Вот оно! Прям вообще, конечно, я прям не ожидал такого жесткого выстрела в свою сторону. Месье Деннис. Что ж он творит? Так, Black Cat. Мы, кстати, у нас вроде неплохо все пока что получается. Мистер Бланко здесь стоит. У него очень крутой танк. Видите, вот этот танк Киберг, да? Вот. В соло-игре, когда ты один играешь, на нем сложно действительно выигрывать. У него проблема, ну, может быть, не проблема, да, а именно эта вещь, которая его балансит, это то, что основное орудие включает в себя небольшое количество зарядов. Ну, то есть, у него основное орудие, оно, знаете, имеет обыкновение заканчиваться быстрее, чем у других. Пули, да, либо снаряды. И часто приходится перезаряжаться. О, гусь, вырвались вперед к победе, да-да-да, вот. В остальном у него прям все очень крутые способности, прям уникальные. Ты кидаешь врага в кибератаке. В кибератаке ты можешь заезжать сзади, вдвоем с союзником его атаковать. Если ты видишь, что он много урона наносит, ты раз и отправил его в отключение, да, вот и в отключении стоишь, и все у тебя круто, вот оно что. Не буду ультовать, я прям хотел слепануть, но...
Ой, хорошо, прям ульта зашла. Но я увидел, что мистер Бланк ультанул, и смысла нет ждать, можно прямо сейчас ультовать. Вот. Вот о чем я говорил, напомните, пожалуйста. У меня есть какая-то мысль была, как мне казалось, умной. Вот я сейчас о ней забыл. До этого. Я сейчас вспомню. Попытаюсь вспомнить. Так, мистер Император решил, что... ну, типа, терять нечего, и он лично слезет со своего императорского трона и пойдет бить лица. Вот, хорошо, кстати. Лайки. Молодцы, союзники. Если бы не Деннис, Деннис влетел в команду, нам помог, и мы сразу и выиграли. Какая красота. Какая красота. Круто. А игра была хорошая, классная. Давайте-ка посмотрим. Может быть, Деннис он тут. Давайте сразу же его в команду пригласим. Мартислав, а вы чё не играете-то, а? Вы чё ушли? А, вот. Я говорил о перезарядке орудия. Вот. То, что у этого танка... Сейчас, подождите, я... Секундочку, буквально одну секундочку, выключу микрофон. Да, вот, я говорил о перезарядке орудия. Да? Все, я стартую игру. Союзнички, пожалуйста, и враги. Ну как так можно назвать таких хороших людей, как мой, с врагами? Язык не поворачивается назвать мой с врагом. Мой с друг мой. Вот поэтому ищи мой с игру. Вот. Я говорил о перезарядке орудия. Вот. Танк очень сильный, и чтобы не делать его еще сильнее, наверное, разработчики для баланса уменьшили огневую мощь у танка Киборг. Потому что если огневая мощь у него будет такая же высокая, как у других танков, то он будет в соло вырезать всех и вся. Вот. Поэтому у нас теперь 3. А куда делся мистер Император? Император. Чатик, есть у вас мысли по поводу критерия, по которому можно также оценить вот эти два танка? Вот этот танк Клинок и Тесла. Вот я думаю, конечно же, все способности, они очень разные, и каждая способность, она заставляет нас по-разному, ну, типа, себя вести, да? Это понятное дело. О, смотрите, Лано БВТВ, Лан Оу. Я не знаю, как непосредственно вот этот вот ник читать, да? Миксер. Миксер — это платформа типа Твича, да? Если платформа типа Твича, возьмем мы сейчас... Давайте возьмем механика. Удачного вечера. Я пока все. Может, как-нибудь... Мистер Император, да, заходите, пожалуйста, еще. Вступайте в Discord, да, и договаривайтесь с людьми, приходите на стримы. У нас обычно по средам и пятницам в 7 часов вечера по Москве. Интересный никнейм. Да, я врубиться не могу. Как его правильно читать? Лан? OOB TV, да? Или Лано ОБТ? Или ОБ ТВ, да? И поэтому хочется понять, что он означает. Лан ОБ Богуки. Богуки. Такие вот делишки. Непонятно, что он означает. Бан ему? А зачем? Кому? Кому бан? Пиар первого миксера. Ну, вы знаете, я не стал бы давать бан. Ну, а почему бан ему? Видите, бывают же игроки, которые там пишут в своих никнеймах там Twitch TV и свой канал. Ну, может быть, просто это молодой стример, который хочет, чтобы вы зашли к нему на канал. Ну, почему бы нет, да? Стремлер. Как я люблю, знаете, я люблю коверкать слова различные. Вот я теперь стримеров стремлерами называю. Почему бы не заковеркать? Итак, у нас Кверин, промышленный комплекс. Опять тот же самый режим. Хороший режим. Не, Рили, есть такой чел. Ну, да, наверное. Ты зашел, да? Лигус. Спроси, как у него дела. Напиши ему. How are you, месье? Лан Обы BTV. Кулман.
Вот, кстати, Кулман. Это, кстати, никнейм уже у меня встречался, помните? Давно-давно, примерно, наверное, месяц назад, я, ну, типа, высказывал свое мнение по поводу этого никнейма. Оно, кстати, походит на них, ну, типа, на фамилию Колеман. Есть такой, в свое время был очень сильный пауэрлифтер и бодибилдер, культурист Ронни Колеман. Но он типа не Колеман, а Кулмен. Он типа клевый мужик, клевый парень, клевый пацан. Реальный пацан, real man, да, я бы назвался. Я бы... Да ты... Подождите. Мойс, ты меня хочешь сказать, что за секунду вырубил? Столько дэмэджа мне нанес за буквально несколько секунд? Снял 3... Только что Масислав за секунду буквально снял мне 270 хп. Офигеть. Вот это да. Вот это... Это жесть. Что мы будем делать? Так, давайте хильнем кого-нибудь. Но у меня пока что нет ультимативной. Мне нужна ультимативная, чтобы отхилить самому. Ага. Надо посмотреть. Я не помню, как работает сейчас здесь механика. Если я сейчас стану на свою точку, у меня будет идти экспириенс. Давайте-ка сделаем. Ага, все, вижу. Чатик, я только что сделал маленькую исследовательскую работу. Я зашел на точку. До этого я был вне точки. И внимательно слежу за полоской экспириенса. Она растет. Если... Давайте я вот так вот поставлю штучку и не буду двигать мышь, я буду смотреть. И буквально 10 секунд мы с вами обсудим. И вот и сразу станет видно, что... Вот она, моя мышка. Что... Действительно, опа, она все, ко мне приехали сзади, нехорошести свои завязали, прямо все, капец, страшно вырубай. Вот, поэтому, да, такие вот дела. Хил идет. Богу Ки. Богу Ки. Мистер Кулман, кстати, 2 килла сделал. Все, я выезжаю. Мистер Бланко, я еду. Вот это, получается, кнопка означает «Будь внимателен, друг». Желтый цвет светофора. Переходи дорогу аккуратно. Если дороги нет, то обрати внимание, да? Или что? Либо что, либо как. Вот, смотрите, всегда вот в этом режиме очень силен танк типа диверсант. Потому что, ну а что мне с ним сделать, да? Как мне теперь его ловить? Он сейчас инвизибилити будет стоять 200 лет, и я его не убью. Все, видите, соло аннигилирует месье Масислав. Но мои союзнички тоже не лыком шиты, как говорится, да? Не лыком шиты. Там же... Это я же правильно использовал поговорку? Не лыком, лык. Лык это... Или не клыком шиты. Или, подожди, не клыком, да? Потому что я не все понимаю, что такое лык. Но клык. Клык логично, да? Клык, он толстый, и ты его... Не сшит клыком, а сшит иголкой. Поэтому все окей у тебя. Союзники мои клыком не сшиты. Не знаю, можно так говорить или нет. Мистер Кулеман. Мистер Кулеман. Подходите, пожалуйста. Смотрите, Масислав, я понял, о чем идет речь. Когда вы подходите близко, у вас, смотри, вот эта точка, она уходит вниз куда-то. Непонятно, куда уходит. Поэтому стрелять не получается попадать. Вот оно шо, где-то тут враг. Враг, Масислав. Так, пока что хилиться не буду. Хила много. Смотрите, я повесил, короче, вот эту штуку. И если даже... О, боже мой. Короче, увидели? Только что был прикольный момент. Я думал, что все время, что танк-диверсант контрит только киборг. Оказывается, только что мы заметили с вами такую интересную особенность, что если ты играешь за механика, вешаешь на вражеского диверсанта свой дроид, вот этот вот, дроид-диверсант, да, точно. Если ты вешаешь дроид-диверсант на врага, и он уходит в инвиз, самого врага не видно, но видно, как над ним летит наш танк. Фу, какой танк? Наш дроид, получается. Вот такие вот делишки. Отправляю хил, братан.
Бланкослав. Союзники отправили сигнал. Отлично. Враги тоже играли хорошо. Прям молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Изи вин. Ну, у нас просто было больше, я думаю, поэтому. Там просто императора больше не было. Вот, Мартислав. Мартислав, присоединись, пожалуйста, к группе с Масиславом и Амадеусом. Будет как раз ровно, я думаю. Говоришь ты с 0 киллами. Я сделал киллы, по-моему. Сейчас, подожди, давай гляну. А, нет, я не гляну, я не смогу. Я, по-моему, делал хотя бы 1 килл. Я же маяк держал. Ну вот видишь, Эверест, он чисто это... Маякодержатель. Маякодержатель. Я тоже. Ладно, господа, давайте-ка. Есть ли у вас мысли по поводу критериев, по которым можно еще также оценить танки? Давайте обсудим этот момент. Он меня никак не может отпустить. Все, мистер Морт в группе. Мы сейчас стартуем. Это, наверное, скорее всего, ластецкая, либо предластецкая. Предпоследняя. Эверест, танки онлайн, не ты один. О, да. Мистер Деннис гениально сыграл, очень жестко сыграл. У нас просто, знаете, было разделение ролей. Да? Я, по-моему, с мистером Бланка защищались от Масислава и компании. Наши тоже нападали. Если твои панты мои, или панты мистера Эвереста. Нет, все, чатик. Господа, не понтуемся. Здесь можно понтоваться только Геннадию, мне. Но я вроде не понтуюсь сильно. У нас вообще не прогрузился Морт. Да, вот. Сейчас он вроде прогрузился. Понтоваться никому нельзя, только мне. Чтобы сбить, я держу. Амадеус не может заехать туда. Чтобы сбить. Я держу точку. Cook of hell. Ну, да, balance. Так, кого мы возьмем, господа? Давайте возьмем Деслойд. Ну, наверное, так как у нас сегодня тематический стрим, наверное, нужно брать клинка. Да, все-таки нужно 5 на 3. Ну да, я, кстати, заметил вас, но вас мы не приглашали. Он как-то сам случайно к нам у нас оказался. У меня даже вас в друзьях нету. Надо добавить. Масислав, ну-ка, аккуратней. В чатике ругаться можно только мне, Генославу. Но я аккуратно ругаюсь. Поэтому... Не, Масислав очень сильный игрок. Чисто в соло-скилле он, по-моему, топ-1 пока что. По скилл-тесту. Знаете, кстати, вот хочу, пока что есть такая мини-пауза рассказать. Да, вот мы периодически делаем скилл-тест, где мы проверяем личное исполнение каждого игрока на определенном танке. И по первому скилл-тесту было показано, что мистер Мойс пока лидирует. Вот. Не топ-1. Да, наверное, не топ-1. Но среди тех людей, которые играли. Паровая машина. Да. Да чуваки рофлят. Мы типа рофлим же. Я тоже рофлирую. Самый сильный рафлист на Геннадии. Так. Вот в этом режиме мы, кстати, с вами не тестировали. Вот на этой карте этот режим не тестировали в сегодняшнем стриме. Мы его играли. Помните, мы сейчас заходились и вот здесь хилились. И тогда мисс Полина спрашивала, а зачем эта штука нужна, да? Или не спрашивала? Ну вот. Вижу, что враги сразу сзади обходят. Разворачиваюсь. Мистер Cook of Hell. Или кук, это типа это приготовление, да, еды, приготовление еды, насколько помню.
мой школьный уровень английского, в 5 класс, по-моему, поможет мне это все сделать. О, level up сразу же. Костя. Сейчас мы объедем его сзади и ультанем, чтобы было красиво. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вы видите? Вот, кстати, вот хочу заметить, да, чатик? Когда у нас собирается много игроков, игра абсолютно очень сильно преображает, ну, типа, у нее преображение происходит, да, вот у игры. Она очень сильно меняется, и режимы, которые ну, типа, мистер Мойс рассказывал, проходят, заканчиваются за 3 минуты спиндраном, а они все 12 минут, ну, типа, идут. Это прям супер круто, как мне кажется. Ну, мое субъективное мнение. И это прям супер классно. Надо, чтобы союзнички, друзьяшки почаще заходили. Вот оно шо. Все, захилился. Практически на фул. Мне нравится анимация, как происходит. Прям супер классная анимация. Как будто ты на мойку заехал. Мне, конечно, прав нет, и машины никогда не было, но ощущения такие прям очень похожие. Костя. Костян. Так. Короче, смотрите, гайд, пацаны, гайд, читаю. Прежде чем на танке клинок стрелять, ультовать, всегда обращайте внимание на количество своего здоровья. Если у вас есть заряды этой способности, обязательно прожмите ее и после этого ультуйте. Потому что вы, когда ультуете, либо стреляете с основного орудия стрега, хп у вас тратится. А так, с этой штукой, вместе с тем, что оно тратится, вы одновременно будете и хилиться. Вот какой был, кстати, взрыв, очень крутой. Это, кстати, мини-гайд, вот, только что, импровизированный. Лагнуло, кстати, залагало за 1 секунду. Так. Давайте чекнем. Кто-то там, вот он, вот этот человек. Надо его за этим гнаться. Они все хотят на нашу точку заехать. Я буду, типа, контролировать этот момент. Мистер Эверест тоже едет со мной. Так, короче, набиваем хил и потом ультуем. Вы видели, кстати, пока что, где были мои союзники все это время? А мы были тут, рядом. Мистер Бланко, мы были рядом. Я отстреливал врагов. Так, вижу. Короче, на нас очень сильно... Эверест, заезжай сюда, хилься. На нас, короче, выезжает вот эта команда и пытается захватить нашу точку. Я, кстати, заметил, что если вы уже стрельнули кнопочкой Q, то есть основным орудием стрега, то у вас способность F, она недоступна. Вы не можете ее нажать одновременно. Ну, кстати, на самом деле это супер логично, потому что это одно и то же орудие. И если мы почитаем, то есть орудие стрега и перегрев орудия стрега. Вы не можете одновременно стрелять с одного и того же орудия. Ну, типа 2 раза. Ну, это логично, да? Поэтому смотрим. Очень плохо то, что я стрельнул именно в момент, когда он был под вот этой способности своей. Сейчас мы... Давайте посчитаем. Короче, у него сейчас примерно 150 хп, да? 150, и мы в него ультанем. Порядка 150 хп сняло, господа. У него было 3 кубика, ну я прямо видел, да? И как, ну то есть у него было чуть больше, чем 3 кубика, примерно 160 хп. Но я сделал выстрел один из основного орудия, чтобы было абсолютно ровно. И ультанул. В итоге понял, что... А вот этот ультимейт, кстати, супер классный. Очень хороший урон наносится.
И вот эта штучка мне супер тоже нравится. Чисто мойка. Мойка... Кибермойка. Как киберсирена, только кибермойка. Итак, где они? Где враги? Где союзники? Никого не видно, никого не слышно. Это чисто я. Пошли все на базу. Наверное, да, нужно. Ох. А я уже начал стрелять в мистера Васу. Мистер Васа, надеюсь, на меня не обидится. Так, вот они, вот они. Угу. Один залп мы получили в лицо полностью. Давайте-ка нажмем хил и глянем, где же еще могут быть враги. Больше еще ничего не вижу. Вот тут. А куда делся, кстати, шторм вражеский? Он умер? Надо помочь Эвересту. Я выезжаю, друг мой. Я выезжаю. Так, мистер Мод. Ой, хорошо. Какая же красота. Так, хил включаем и хилимся. Знаете, как улыбаемся и машем из Мадагаскара, только стреляем и хилимся. Вот это, конечно, классно поставил две турели. На вражеской базе. Мармуль. Нормуль. Так, откуда вообще дэмэдж заходит? Я что-то не врубаюсь. Господа, вы пока тут хилитесь, я пойду, наверное... А, нет, я могу в принципе... Хороший, кстати, урон был. Морд. Шикарно сыграно. Красиво, классно. Дубль килл. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А я ж... смотрите, я не могу следить, короче, за вражескими танками. Я могу следить только за союзными. Все полегли. На поле битвы все мы полегли. Даже супер сильный страж тоже умер. Мне технические неполадки выкинул, следующий возьмите обратно. Хорошо, да, возьмем. Сейчас мы поедем. Мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся. Дальше я не помню. Прямо снежную. Что-то там. Мой Сеславчик, я тебя вижу. Не уедешь ты на базу. Я тебя там поцеплю. А мне казалось, что мой Мстислав играет на клинке. Так, как думаете, кулдаун есть еще способности вот этой? На нем, конечно, висит вот эта вот штучка нехорошая. На броня. Урона очень мало заходит, но надеюсь, мы сможем хотя бы набить заряды батареи ремонтной. Да, одно попадание лишнее у нас было. С другой стороны, Мойс мог заехать вот сюда и захилиться. Ой, хороший дэмэдж. О, хороший ультимейт, просто шикарный ультимейт. Эта штучка, она прям очень жестко стреляет. Меня сейчас, кстати, на тот свет отправит. У меня очень мало, кстати, осталось возрождений, нужно быть аккуратным. Рэмпэдж чисто сделал Мойс. Хочу, знаете, вот так как у нас, в принципе, тематика сравнения двух танков, я хочу высказать, да, свое мнение. Вот конкретно клинок, он, по-моему, довольно-таки хорошо оптимизированный. Нет, не хорошо оптимизированный, а хорошо сбалансированный танк. Потому что у него есть большое количество урона. Он действительно может быстро, за короткий промежуток времени, быстро наносить дэмэдж. Да? Ну, то есть, по сути... Сейчас. Ну да, все. Быстрый дэмэдж у него есть. Он, как бы, знаете, бёрстовый. Он быстрый. Ты можешь, да. Но при этом, когда ты быстро наносишь дэмэдж, ты при этом сам хп теряешь. И такого, чтобы ты взял на этом танке и убил троих подряд, практически никогда не бывает. Но ты типа одного убиваешь, второго убиваешь, у тебя хп очень быстро теряется. И
и сразу же отлетаешь за ними. И это, мне кажется, ну, в принципе, очень даже балансировано, очень круто. Вот. И еще из одних элементов, еще один элемент того, что этот танк, как мне кажется, опять же, в чатике, если кто-то считает не так, обязательно напишите. Мне кажется, он сбалансированный, потому что он очень медленный. И это круто. Скорость передвижения, она как бы вот этот весь его урон немножечко срезает. Это very good. It's very good. Так, у врагов примерно осталось раз, два, три, четыре. У нас осталось... У нас, кстати, больше респаунов. Но я бы, наверное, хотел пойти отхилиться. У меня просто нету ремонтных батарей, зарядов. И мне нет куда их это все брать. Давайте-ка поставим здесь чуть-чуть, чтобы experience, да, апнуть. И потом поедем хилиться. Или меня сейчас, кстати, убьют. Как только 25 станет, я сразу же уезжаю отсюда. Все, я поехал хилиться прямо в центр. Потому что... Какой классный режим. Прям супер клевый. Плюс чат, если считаешь так же. Он такой стратегический. Очень нужно хорошо думать. Да, и правильно кнопки нажимать. Задействует два разных отдела мозга. Вы помните, на прошлом стриме мы обсуждали разделение мозговой деятельности по Даниэлю Канеману по системе на систему 1 и систему 2. Все. Круто. Надо искать врагов. Либо захватывать точку, либо искать врагов. С другой стороны, когда, получается, танки перестают резаться, возникает другая проблема. Где искать остальные танки? Если бы они типа могут спрятаться где-нибудь, но если ты не можешь найти танки вражеские, ты можешь пойти захватить точку, и там враги будут. Вот мистер Морт, к примеру, да? Он тут. Вот он сейчас, кстати, будет нажимать вот эту свою штучку. Бабл, как я называю, бабл. Так, Амадеус, страшно. Страшно вырубай. Это типа аккуратный технический ход, да, чтобы спрятаться и дать дэмэдж. Вот. Дэмэдж, кстати, много за что по мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой хороший Геннадий. Никто тебя не похвалит, сам себе будешь хвалить. Так. Мистер Мозг был где-то тут. Я не вижу, он ушел в невидимость. Он, наверное, сейчас появится опять. Ну, в общем, я надеюсь, что с этого стрима, да, у зрителей, ну, возникает, да, более глубокое понимание именно положительных сторон и отрицательных сторон, как минимум, танка Клинок и танка Тесла. Но Теслу мы чаще брали. Мы играли на Тесле тогда, когда еще Клинка не было. Поэтому такие вот делишки. Мойс. Так, дэмэджа супер много залетело. Мне, наверное, нужно отсюда делать ноги. И пойти хилиться. С другой стороны вражеский танк. Но у него 2 респауна, у меня тоже 2 респауна. Но если он подъедет сюда, то будет супер плохо. Я не знаю, я очень рискую тем, что остаюсь здесь. Меня сейчас с двух сторон зажмут. Нет. Меня сейчас... Все, ухожу! Я все ухожу. Все, я понял свою ошибку, мне нельзя было это делать. Сейчас мы, кстати, очень легко проиграем. Потому что у врагов 2 респауна. Все-таки один танк. Один танк. Но, как вы помните, да, в первую игру, когда у меня был этот режим, я один дрался против двоих и даже там 1 либо 2 килла сделал. Так что здесь, в принципе, все может быть. Нужно вместе выезжать, вместе атаковать. Ни в коем случае не по одному. Мистер Васа, одна жизнь, он сейчас поедет. Мистер Эверест, только не умрите, пожалуйста. Серьезно? Я сделал 11 убийств?
Это с каких пор я стал киллером-то? Лол, смешно. С каких пор я стал, ну типа, киллером таким страшным, лютым? Друзья, я еду. Ну, кстати, вот да, что-то вот это вот тайминг, да, он, кстати, вот есть такая вещь, что может игра и затянуться там до 20 минут иногда. Но я думаю, что это, кстати, самая длинная игра, которая вообще за все время была. 16 минут. Здесь нужно, знаешь, нужно сделать типа того, что вот в других играх, чтобы ну, типа, ускорить процесс, зона либо уменьшается, да, либо что-то меняется. Нужно что-то такое, знаете, сделать разработчикам. Либо уменьшить количество территорию, по которой ездить, да, что действительно есть какая-то зона, которая наносит урон. Либо, ну, как в PUBG, как в PUBG и Fortnite. Такая мысль у меня возникла. Так, у нас единственный вариант закончить игру — это уничтожить Мойса. Но Мойс, как лев львиный, борется до конца. Пока что мои союзники его гоняют, я просто захватываю точку. У меня других вариантов нет. Мистер Мойс, чисто лев. Так. Он исчез из вида, из радара. Скорее всего, сейчас здесь появится у меня. Нет, пока что его нет. Непонятно. Вот, нет, все-таки, наверное, у меня получится до конца захватить. Надо добавить мистера Васу в друзья, потому что я знаю, что, ну, типа, видно, что это игрок. Все, господа. Еле-еле, очень медленно выиграли. Мистер Мойс бился до конца, умер как герой. Настоящий. Кстати, поздравьте меня, у меня 21 левел. Когда мы начинали стримить, у меня был 7. Вот, и сейчас уже 21. Так, Мойс, добавь, пожалуйста, мистера Денниса к себе в команду. И мы стартанем следующий. Вы пока добавляете, я пошел за водичкой. Выключим микрофон, пошел за водой. Вы пока что добавьте Денниса. Вот. Итак, стремлер на месте. Давайте запускаем ластецкую. Смотрим, что пишет нам мистер Мойс. Говорит, что урон от ультимейта не прошел. Шторм, конечно же, летает со скоростью дивера и выпускает по 300 урона. Нерв втором. Ну, не знаю, мне кажется, вообще не повлиял на бой. Ну, я предлагаю мистеру Мойсу написать небольшое сочинение на тему того, что Шторм очень сильный танк. Мы бы его тогда зачитали во время стрима, но сочинение нужно писать и отправить в личные сообщения мисс Иллюзии. Она же контактирует с разработчиками. Стартанули мы игру. Если бы не 300 урона Шторма, я бы поехал сбивать базу. Ну, есть такое. Ну, Шторм, знаешь, такой танк, у которого перезарядка 16 секунд. 16, Карл. Если нет первой способности, то ты ничего не делаешь. Так. Блин, я забыл в друзья добавить. Я забыл в друзья добавить мистера Васа. И я не взял его в друзья. В итоге у Мойса игроков больше, но ничего, я не боюсь. Я честно не боюсь. У меня были времена, когда я 1 против 5 играл. И я, кстати, побеждал. Очень редко, 1 раз в 1000 игр, но побеждал.
Поэтому вот. Щит, который блочит 100% урона. Кстати, да, щит блочит 100% урона. Но на низких левелах ты из щита тоже не стреляешь. Вот, такой прикол есть. Пока не качнешь талант, который позволяет тебе стрелять с щитом, ты не стреляешь тоже. То есть ты как бы блочишь, но и сам не наносишь нифига. Да, да, и быстрее перезарядка. Все правильно ты говоришь. Это такой танк интересный. У меня, кстати, вот один из моих любимых. А почему я, кстати, не взял этого танка? Этот танк, ну потому что... Кстати, в прошлой игре, если вы заметили, да, сколько у меня было киллов? У меня было 12 примерно киллов. 12-13. Геннадий рулит. Еще раз напоминаю, что это наследская игра. Вот, поэтому после игры мы сделаем небольшое резюме по поводу различий и схожести этих двух великолепных танков. На летающей, магнитной, левитирующей подушке. Как угодно называйте, я точно не знаю. Вот как напишут, как скажут разработчики, так оно и будет. Мы пока не знаем, потому что в лоре игры этого еще нет. Куда меня, кстати, тянет? Вправо, влево? Подождите. Подождите, что это? Мистер Бланко, у вас фары горят или мне кажется, это что такое? Это что такое? Это были фары? Да, это фары. Подождите, а как включать фары? Мне стало интересно даже. Фары, 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 фары. Очищаем, визор курсора. Ой, меня тут стреляет. Мистер Деннис. Но мистер Деннис нас не пожалеет. Он будет нас уничтожать максимально. Меня лагануло. Чат. Лагануло. На L. А у меня что-то L. Что-то непонятно. Ладно, работает, не работает? Да, работает. Офигеть. Вот я не знал, что эти фары так они работают. Прикольно. На мне висит эта штучка, меня хилит. Ага. Так. Так. Вот сейчас, кстати, мистер Деннис опять заезжает. Надо его встречать. Мистер Деннис, пока что он килл не сделает, уровня не будет. Вот он сейчас сделал килл, он сейчас стапнет уровень. Это плохо. Вот он сейчас поставит свою бомбу страшную, будет меня стрелять. Взрывать. Он сейчас еще и вот эту свою способность нехорошую заюзает. Огофарки, да. Вот я так и знал. И походу мистер Деннис тут не один. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот это сейчас бомба. Взрываться будет. Все. Очень хорошо сыграно. Сейчас придумаю что-нибудь такое интересное. Едем на гелике. Геленваген. Сейчас. Я пытаюсь одновременно рулить мышкой, нажимать W и попробовать включить фары. Все. Да, вроде ближний свет только. Ой-ой-ой, Блин, пацаны, хелпа нужна хелпа. Если я сейчас не буду захватывать точку, меня уничтожит, и респаунов у меня всего лишь 3 или 2 останется. Массакр. Они были самого релиза. Я не знал. Мне в чатике на прошлом стриме кто-то писал, но я не верил. Подождите, вот, объясните мне, пожалуйста, если фары есть в игре, вопрос в том, является ли это намеком от разработчиков, что появится ситуация, когда будет смысл их использовать. Ну, то есть, темное место на карте, да, либо ночная карта. Ну, я просто не понимаю. Ну, то есть, давайте включим логику. Я хоть и иногда может показаться, что я вообще не думаю, но иногда я включаю логику, и мне кажется, что должна быть ситуация, карта, либо что-то еще, темное время суток, где можно использовать эти фары. Все, я умер. Вот и я Том Ген. Значит, надо ночной режим
в будущем ждать, да? Ну вот, чисто только что с чатиком раскрыли секрет мирового правительства. Рептилоиды. Рептилоиды придумали игру. Не в обиду разработчикам, чисто, знаете, рептилоиды, чем как мы-то там и так далее. Фара, да, непроста, да, вот это очень логично. Мистер Деннис, мне нужно стрелять, чтобы у меня зарядились патроны. Пожалуйста, заряжайтесь. Заряжайся, заряжайся. Где мистер Деннис? Подождите, он же тут был. Нет, все-таки я почти убил, но ничего не получилось. Вот и сделали фары за донат. Тем временем в НТ. Новогодняя ночь, ивент. Блин, не знаю. Надо думать. Но вопрос, смотрите, в прошлый раз мы с вами получили обновление. Вы хотите сказать, что будет еще одно обновление? Такое, ну то есть получается, что, ну типа, время между обновлениями очень маленькое. Я не уверен, что вообще оно будет, вот это обновление, но не уверен. Если у вас есть какие-то инсайдики, рассказывайте. Отлично! О май гад, был. Stoppable. Так. Короче, мы вроде больше захватили, да? Но у нас респаунов гораздо меньше. Я не знаю. Захват елки. Да, новогодняя ночь, ивент, захват елки. Кто захватил елку, тот молодец. Ну, кстати, да. Время новости игры все покажет, да. Время новости. По ходу боя. Смена времени суток, ночь. Давайте представим. Знаете, я же ведь любитель, да, всяк повоображать. Я периодически вам задаю вопросики такие. Давайте представим, что будет, если у нас будет ночной режим. Вот давайте глянем, что изменится на геймплее. Если фары есть, то либо ночной режим он сократит видимость прям очень сильно, либо просто... Вот ты, господи. Либо видимость в зданиях будет совсем другая. Я думаю, что ночной режим, даже если появится, то вот в таких вот обширных местах видимость будет такая же, нормальная. Ну, типа луна или не луна. Я умер, я не могу двигаться. У меня респауны закончились. Вот, но надо ждать, короче. Я вот прямо жду, не дождусь. Мне кажется, что вот мы раскусили. Захват елок в НГ и тыкв в Хэллоуин было в ТО. Значит, тут можно захватывать по минималке березы. Иллюзии у меня лучше не открывались. Только что. Что за баги? Можешь написать. Давай, Эверест. Мы... все. Вы посмотрите, мы же никого не убили, получается-то. Ну что ж, чатик. Дорогие зрители, игроки, бандиты, бандитки. Люблю это слово, бандит. Да. Когда я мелкий был, меня родители бандитом называли. Я, и знаете, поэтому и люблю это слово. Короче, ну она, знаете, уменьшительно-ласкательное, не всерьез, чисто вот, типа, вот так вот. Короче, давайте сделаем резюме. Мы сегодня поиграли практически почти 2 часа. Супер было круто, интересно. Мы поиграли и на Тесле, и на Клинке. На Клинке даже в одной игре сделали 13 киллов. Это, по-моему, рекорд. На стриме, лично стример Геннадий не делал такое большое количество убийств. Да? Это прям супер классно. Мы оценили эти два танка по разным критериям. Мы нашли схожие вещи. Это такие, как в первую очередь, это тип передвижения и тип снарядов у основного орудия. Да? И нашли вещи, которые они... Ну, то есть, вещи... самое главное, это в названии, видите? 5R270, 5R256, и прямо на обновлении, когда вышло, мы это обсуждали. Дело в том, что эти два танка, они с точки зрения лора являются танками одной серии. Вот, это нужно тоже понимать. Вот. И мы также обсудили различные вещи в этих двух танках. Вот один брат, Клинок, он стреляет издалека, ему выгодно стрелять, потому что орудие очень дальнебойное, 300 метров, да, как мы сегодня выяснили, да, вот. Тесла, она очень ближнебойная, оно вроде как может стрелять на 100 метров, но смысла стрелять со 100 метров никакого нет, потому что разброс орудия супер большой, как дробовик, очень супер широкий, поэтому стреляешь вплотную. Способности, да, Клинок, он стреляет, хилится,
а урон, самый большой урон он может наносить тогда, когда наносит и себе. Тесла наносит большой урон, когда заранее зарядит способность свою и кинет ультимативную. Что еще из таких прикольных вещей, которые мы сегодня подметили, это то, что у Теслы есть дуализм. Такой вот немножечко мы получается, своровали это слово из физики, да, из корпускулярно-волнового дуализма. А в чем дуализм заключается? Заключается в том, что у Теслы есть два типа модификаций, которые с правой стороны усиливают соло геймплей, усиливают способности, которые увеличивают урон по одной единичной цели, а Б увеличивают урон по массовым целям. То есть есть талант, который увеличивает дальность распространения основного орудия между целями, да, и увеличивает дальность способности заземления. Поэтому клинок у нас только один тип геймплея имеет. Ну что ж, сейчас почитаю чатик. Клинок вроде повеселее нет. Я не знаю, мне те и другие нравятся, лыка. Очень, и то, и другое очень сильно нравится. Но на самом деле, по лору одно сильно, на самом деле это разные танки. Да, очень разные. Ну, в корабликах по ходу боя резко уменьшается. И тут, типа, с фарами что-то можно будет сделать. Да, нужно, я не знаю, нужно будет ждать и надеяться. А смысл, если все зарубы в основе в ближнем бою? Ну, тут, смотри, опять же, тот же механик. Он стреляет в дальнем бою, его никогда не видно, он в инвизе стоит, все нормально с ним. И, ну смотри, опять же, ближний бой, тот же самый клинок. Ты пострелял, спрятался, да, тот же самый ближний бой, вот в здании, да, которое мы только что защищали, не смогли защитить. Ты спрятался в этих вот, за машиной спрятался, пострелял, похилился, спрятался, пострелял, похилился, спрятался. То есть, опа, хилишься сам, круто, вот. Ждем ночь, все ждем, невидимки, это все, да. Видно, к примеру, только террасы. Метеоритный дождь, вот, Миша хочет метеоритный дождь. Продолжаешь бой, ничего не видно. Это супер прикольно, супер классно. Итак, всем спасибо, чатик, вы, как обычно, супер молодцы. Я чувствую, я вижу, хочу заметить, да, что активность в чате растет, у меня настроение поднимается, кортизол падает, уровень стресса уменьшается, то есть кортикостероидные гормоны уменьшаются, я себя круто чувствую, вы, надеюсь, тоже себя круто чувствуете, да, стрим, общий онлайн повышается, я очень радуюсь. Вот чисто для вас похлопал, чисто и для себя тоже. Поэтому все молодцы, все красавчики, ждем следующий стрим, среда, как обычно. Вот, будем ждать обновлений, я не уверен, будет ли оно или нет, но если будет, будем обязательно его обсуждать, играть с вами. Супер классно, когда играешь в новый режим с игроками, это прям супер. Всем спасибо, хорошего вам вечера, хорошей вам